Вся его стая погибла от рук охотников, только он один выжил. Поэтому волк нашел себе волчицу и увел ее из соседней стаи. Вскоре уже беременная волчица начала беспокойно искать место для логова. В новом месте волк лег и стал терпеливо ждать рождения своих детей. Вскоре после этого в логове появились на свет 6 серых маленьких комочков. Волчата быстро росли, и материнского молока им уже не хватало. Волчице нужно было отправляться за добычей для малышей, но тут пришла беда. Неведомая болезнь начала убивать малышей. Они умирали у нее на глазах один за другим, а она ничего не могла сделать. По ночам волчица долго и протяжно выла, оплакивая своих детей. У нее остался всего один волчонок. Волчица понимала, что скоро лишится своего последнего малыша. Волк метался вокруг логова и не мог понять, как ему помочь. Волчица поняла, что только люди могут помочь их беде. На одиноком хуторе, недалеко от леса, уже несколько лет жила молодая семья. Иван, его жена Катерина и их маленький сынишка. Прошлой зимой волки одолевали их набегами, то курицу сожрут, то гуся. Потом охотники уничтожили волков, и на хуторе пару лет было спокойно. Но сегодня ночью все изменилось. Катя смотрела в окно и не понимала, что происходит. Через поле прямо к их дому бежал волк и нес что-то в зубах. Сердце женщины чуть не разорвалось от страха. Иван стоял с ружьем на крыльце и целился. Что это у него в зубах? Пронеслось в голове у Кати, и тут она все поняла. Взгляды женщины и волчицы встретились. Она прочла мольбу о помощи. Волчица аккуратно положила на траву своего малыша и отошла в сторону. «Иван, опусти ружье, она нам ничего не сделает». Она пришла за помощью. «Катя, ты о чем? Это волки, они опасны. Ты что, забыла, сколько бед они натворили на нашем хуторе?» — кричал Иван. Но женщина не сдвинулась с места, она закрыла собой мать-волчицу и ее малыша. «Я сделаю все, что смогу для твоего детеныша», — крикнула она, «а сейчас уходи в лес». Весь день Катерина пыталась отпаивать волчонка парным молоком, но его все время рвало. Катя вспомнила, что в нескольких километрах от хутора есть деревня, а в ней живет старый доктор. Она уложила бедное создание в корзинку и поспешила к врачу. «Только время зря тратишь», — сказал старик. «Я обещала его матери, что помогу», — наивно произнесла Катя. Доктор взял в руки вялое тельце волчонка и ушел с ним за шторку. Он долго проводил там какие-то манипуляции. Катя только слышала, как стучали друг об друга металлические инструменты и билось стекло открывшихся ампул. «3 дня будешь его приносить ко мне», — сказал старик. «Если на 3-й день не сдохнет, то будет жить». 3 дня Катя бегала с корзинкой к сварливому старику и выслушивала его занудство. На 3-й день лечения малышу стало заметно лучше. Он попытался подняться и стоял, покачиваясь на своих тоненьких лапках. Катя протянула ему блюдце с молоком, и он немного полакал. «Доброе сердце у тебя, девонька, поверь старику. Волки отблагодарят тебя за твою доброту». В один из вечеров волчица пришла к сараю за своим ребенком. Она долго и призывно выла, как будто предупреждала о своем приходе, и малыш слышал ее. Он с нетерпением ждал встречи с матерью. Катя вынесла на руках волчонка и посадила его в траву. Щенок увидел мать и бросился ей навстречу. Столько любви было в этой долгожданной встрече. Волчица посмотрела на женщину. В этот момент их сердца разговаривали. Любая мать готова пожертвовать собой ради своего ребенка. Обе сейчас это понимали. Мать-женщина и мать-волчица. С тех пор волки больше никогда не тревожили хутор Ивана. Наоборот, они всячески оберегали его семью, особенно когда те ходили в лес за грибами и ягодами. Часто Катя на опушке леса видела белую волчицу. Со временем стая увеличилась, окрепла, и вожак навсегда увел их в другие леса. Больше их никто и никогда не видел.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.